Привет, друзья! В этом ролике мы продолжим нашу историю с переездом в Египет. Мы расскажем про нашу жизнь в Эльгуне, покажем квартиру, в которой мы жили, расскажем про саму Эльгуну, покажем кадры оттуда, а также расскажем, как мы искали новое жилье, как мы его нашли, сколько оно стоило и где оно находится. Прилетели мы в Египет ночью, где-то часа в 3 ночи, взяли такси и поехали в Эльгуну, легли спать. Проснулись утром, и хотелось бы сказать про свои впечатления, потому что до этого мы жили 3 года в войне и в страхе, и тут мы проснулись в Египте, где за окном пальмы, тепло. И я помню свои впечатления, когда я вышел на улицу, было так довольно прохладно, это было начало декабря, и вокруг были эти постройки египетские, вот этот весь колорит, и это было незабываемо, такая вообще была, как в какой-то компьютерной игре, какая-то новая локация совершенно, это было очень классно. Был какой-то глоток свежего воздуха, и чувствовалось, что началась новая жизнь, новый виток истории. Итак, день первый. Мы сегодня поспали 4 часа, немножко прогулялись, пошли в магазин, купили продуктов, тут мы жарим крылышки, макарончики, паста даже итальянская, но производство египетское. Вот, вещей еще много здесь валяется, еще не разложено. Да, ну вот так вот, в общем, маленькая такая комнатка, у нас тут флаг Украины висит, патриотично. Вот, ну тут много чего надо убирать, короче, тут. Так, тут у нас такая ванна, туалет, тут душ. И такая очень маленькое жилье. Тут выходим, и у нас вот такой вот двор. Тут другие такие же номера. Вот так вот все это выглядит. Ира, помахай ручкой. Маленькая, но зато где? Я помню свои первые впечатления. Это утро и очень яркое солнце. В Украине уже декабрь, и солнца почти нет. И выходя на улицу в Египте, я помню, как солнце буквально врезалось в глаза, и такое было «Вау!». Казалось, что все краски включены на максимум. Машинки, кстати, здесь, я смотрю, распространенные. Там за домом стоит такая же самая, только не кабриолет. Квартира, в которую мы заселились, арендовала наша подруга уже долгое время, потому что она живет в Египте. Она там работает, кайт-инструктором. И она как раз в это время с мужем была на Шри-Ланке, и квартира эта была свободная. Поэтому она предложила нам там остановиться, когда мы прилетели, чем мы и воспользовались. Большое спасибо за это, это очень помогло. Мы как раз с аэропорта поехали уже конкретно в эту квартиру. Она предлагала нам там остаться жить, пока они будут на Шри-Ланке. Это где-то мы могли там жить как раз где-то месяца 4 где-то. Ну, мы сначала рассматривали этот вариант, но потом день, два, три мы так осмотрелись и все-таки решили для себя, что она слишком маленькая. На видео видно будет, какая она маленькая. Плюс там оставались вещи, ребят. Плюс все равно нужно было за нее платить $150 в месяц. И мы решили, что лучше мы за $150 в месяц найдем какое-то жилье, которое будет наше, без чьих-либо вещей. И хотелось, чтобы оно было побольше. Ну и еще мы хотели, конечно, чтобы все-таки у нас был свободный доступ к пляжу, потому что с пляжами в Египте сложно, туда все перекрыто.
баскетбольная, а там дальше футбольная с искусственным газоном. Это вообще вот за стеклом находится сквош, наверное. Вот. Детская площадка вот такая тут. Тоже не маленькая. Для Египта детская площадка это вообще очень необычная. Поэтому начали искать новое жилье в группах в Telegram, Facebook. Ссылки на них я оставлю в описании. Стоит упомянуть, что мы приехали как раз в низкий сезон, в начале декабря, поэтому цены на квартиры были занижены, и спрос на них также был невелик. Поэтому вероятность найти новое жилье у нас была высокая. Мы искали жилье и продолжали жить, гулять по Эльгуне, осматриваться. Пошли в магазин ближайший, смотреть продукты, надо было закупиться. Цены были невысокие. Цены в Египте, они примерно как в Украине, а на некоторые продукты даже ниже. Поэтому нас они лично приятно удивили, увидеть все своими глазами эти цены, потому что перед этим в интернете, конечно же, я смотрела очень много видео, обзоров, и, честно говоря, до конца не верила, что могут быть такие цены. Но для сравнения, в декабре, когда мы прилетели, помидоры были по 5-10 гривен за килограмм. В Украине даже летом таких цен я уже давно не помню. Нашли кафешку с Фалафелем. фалафелем. Да, фалафель это жареный нут, и вот в такой лепешке с овощами. Такое чисто восточная такая еда, да, такая интересная. Это стоило вообще копейки там. Но стоит сказать, что это кафе нам друзья наши порекомендовали, и в него непосредственно ходят питаться местные, которые там работают в Эльгуне. Поэтому цены там были как для местных. То есть рядом соседние рестораны, там уже цены европейские. Место прекрасное было. И мы там не только фалафель ели, мы много чего там заказывали, очень удобно и очень дешево и вкусно. Как тебе шакшука, Ира? Вот это шакшука называется. Это яйцо, помидор там. Что еще? Перец. Ну, прикольная штука. Пару слов о Эльгуне. Эльгуна – это роскошный курорт в Египте. Его часто называют египетской Венецией. Он принадлежит одному владельцу. Это, так сказать, искусственный город, который был построен специально для туристов. В нем есть множество каналов, мостов, так же само, как и в Венеции. Туда приезжают европейские туристы, много их туда приезжает. Соответственно, там цены довольно высокие на отдых. Природный бассейн, сделанный руками человека. Да, и чистая вода такая прям. Не купили дом, да, не благоустроенный, да. Ну, ждет, наверное, своих покупателей, таких как мы, с кучей денег. А тут же, я думаю, многие еще арендуют это все дело. Тут он такой большой, смотри, мне кажется, здесь и на 2 хозяев тоже может вполне себе поместиться. Ну, наверное, скорее всего, это все-таки цельное здание. А здесь вот еще, получается, заливчик. Такие кактусы. Много зелени здесь очень. Вот фонтанчик он посредине. И вот такие вот заливы получаются от моря. Такие неглубокие, прозрачные. Там вон даже видно камешки внизу. И вот так вот дома располагаются. Пожалуйста, покупай себе квартирку. Лежаки. Можно загорать. Лежать, купаться. Как сказала Ира, вот, собственно, и Марина. А вот Ира. Одна яхта у нас стоит в Хургаде, в Марине, а вторая яхта стоит здесь. Правильно? Ты же припарковала ее в последний раз.
Я забыла закрыться. Вау, а тут остров вообще, смотри, поросший просто травой какой-то. Она как летучий голландец какой-то, глянь. Вообще. Наверное, Сейчас я водичку засниму, смотри. О, как красиво. Еще вот такое впечатление с первого дня у меня сложилось в Ольгуне, что я нахожусь в искусственном городе. Все очень чисто, все очень ухожено, цветочков много, и вроде все прекрасно, но вот ощущение не покидало, что это не настоящий Египет. Хотелось больше настоящего Египта с местными, с колоритом местным, потому что вот в Ольгуне все чисто, все ухожено, неестественно как-то. Поэтому нам хотелось более настоящей жизни в Египте, не искусственно построенных вокруг домов и ресторанов, а настоящего египетского колорита. Поэтому параллельно с нашей жизнью в Ильгуне мы понемногу искали квартиры в группах в Facebook и в Telegram. И однажды я нашел интересных парочку вариантов, списался с риэлтором, и мы решили поехать посмотреть. Первый вариант, как и второй, были в районе Эль-Ахея. Эль-Ахея район, он находится между Ильгуной и Хургадой, примерно посредине. Так как в Египте большие проблемы с доступом к пляжу, там, в принципе, свободный пляж для посещения – это что-то очень экзотическое. Везде заборы перегорожены, там везде платные пляжи, там в Хургаде. Поэтому мы хотели жить в таком месте, где мы могли бы близко ходить к пляжу, либо же на территории того жилья, где мы будем, будет пляж. Ну, потому что жить в Египте и не ходить на море – это как-то неинтересно, как-то не весело. И в Египте есть такой тип недвижимости, как компаунд. А компаунд – это жилой комплекс закрытой территории, такой себе мини-городок. Из особенностей компаундов – это закрытая территория, повышенная безопасность, есть охранники, может включать в себя бассейны, спортзал, детские площадки, иногда даже магазины. Централизированное обслуживание, специальная компания занимается обслуживанием всего компаунда, это удобно. Ну и они комфортные, уютные, поэтому пользуются популярностью среди иностранцев в Египте. И часто бывает так, что компаунды располагаются непосредственно возле моря,
и у них есть свой пляж. Еще бывает такое, что компаунд стоит не на берегу моря, но есть напротив вот тоже компаунд, либо отель, и у компаунда договоренность с владельцами этого здания, которое напротив, которое находится непосредственно на берегу, что жильцы могут предоставить карточку и проходить на пляж бесплатно. Мы не хотели ходить на платный пляж, поэтому рассматривали жилье, которое было бы уже с выходом к морю, своим пляжем, либо же вот так, что у нас была бы возможность ходить бесплатно на пляж. Потому что был вариант еще снять жилье в самой Хургаде, где-то в центре, но тогда нам пришлось бы ходить энное количество километров пешком, либо же ездить на такси туда и обратно, плюс платить за вход на пляж. Ну, это как-то было совсем уж напряжно. Итак, мы приехали в первый вариант, встретились с риэлтором, пошли смотреть первую квартиру, там еще хозяин был как раз. Она находилась на втором этаже, компаунд был небольшой, такой узенький, старенький, да, что первое бросилось в глаза, что он был такой немножко подушатанный. Еще сразу же бросилось в глаза, там была какая-то женщина, которая разговаривала на русском, она, как когда мы заходили в этот компаунд, она другого какого-то мужика крыла вот матом, просто жесть вообще, просто на всю. Ну, то есть уже с первых секунд, да, вот было такое неприятное ощущение, не хотелось жить в такой атмосфере, где вот просто такой мат просто несется именно жесткий. Ну ладно, думаю, пойдем посмотрим. Зашли, квартира такая была просторная, нормальная, но не было балкона. Совсем не было балкона, это был второй этаж, и внизу там была как раз такая проходной тротуар, по которому вот все как раз ходили на пляж, с пляжа. Ну и, соответственно, там было бы шумно, все ходили бы. Да, там бегали дети, они кричали, тоже было... Ну, то есть постоянно был бы крик и шум под окнами. Пляж был небольшой. Бассейн был, но это было, как по мне, больше как на большое джакузи похоже, чем бассейн. Вышли мы оттуда с такими ощущениями, что не совсем это то, что мы хотели бы. Хотелось что-то получше. И у меня возникла мысль написать другим владельцам, квартиру которых тоже я нашел, и она нам понравилась. И как раз по карте мы посмотрели, что компаунд второй находится недалеко, и решили пойти его посмотреть тоже, заодно, раз уж мы приехали. Я написал, владелец мне ответил, что он через час может приехать, и мы пошли, прогулялись как раз по району, посмотрели, что там да как вокруг. Пришли, зашли в холл, сразу же бросилось в глаза и почувствовалось вот то, что компаунд новый, современный более, построен недавно. Внутри был персонал, там была ресепшн. В первом компаунде такого не было, там был как просто подъезд, как в жилом многоэтажном доме. Мы присели в этом вестибюле, подождали владельца, он приехал, ну и мы пошли смотреть квартиру. Она находилась на 4 этаже, поднялись, открыли двери, зашли, и у меня тогда было ощущение, что вот именно это оно. Она была просторная, современная, с панорамными окнами, прямо на море. Большой балкон, ну просто сказка. Осмотрев квартиру, посмотрев виды с балкона, мы отправились вниз для того, чтобы посмотреть пляж, бассейн, ну и в принципе территорию. Выйдя во внутренний двор, где располагалось 2 бассейна, мы были приятно удивлены, очень много места. Есть даже горки водные, большая территория и выход к пляжу. На пляже также есть шезлонги, зонтики были, даже катамаран стоял. То есть пляж чистый. В общем, это было идеальное место лично для меня, потому что в нем сочеталось все. Красота, качество, цена, расположение, вот прям вот все, как я мечтала, осуществилось именно в этом компаунде. Что касается цены, владелец хотел 18 тысяч фунтов. Это $350. А до того, как мы начали искать жилье, мы решили, что мы будем платить не больше, чем 250. Поэтому я ему озвучил наши условия, он на него согласился, и, соответственно, таким образом мы договорились на $250 в месяц. Важно также отметить, что в сезон, когда начинается высокий сезон, это жилье, оно у них стоит 30 тысяч фунтов. Это в долларах. $600. Это $600, да. Потом, когда мы уже уезжали из Египта, владелец нам предлагал оставаться
сбросить цену, но на 27, но это все равно уже было намного дороже. Соответственно, такой, можно сказать, совет, что если хотите поехать в Египет и пожить там в более хорошем жилье, более дешево, то лучше ехать зимой. И торговаться. Почти в каждой статье про Египет, про рынки, про магазины говорится, что торгуйтесь. И действительно так оно и есть. Вот на нашем примере Ярослав сторговался, владелец без проблем такой: да, хорошо, я согласен. Поэтому тоже торгуйтесь, когда видите цену, предлагайте свое, если вас это не устраивает. Даже если устраивает, то все равно То все равно есть возможность сэкономить. интересно поиграть в эту игру. Таким образом, мы нашли свое новое жилье, договорились, поехали обратно в Эльгуну довольные и начали собирать вещи для переезда. Следующее видео мы посвятим тому, что возьмем все наши видео, которые у нас накопились за 4 месяца в нашей жизни, именно непосредственно в этом компаунде. У нас там интересная очень была история с кошкой, мы там кошку приютили, она к нам приходила, плюс будет видео, как мы плавали в море с маской, и я снимал под водой там прям кораллы с рыбками. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр и пока! Пока.